Ребята, всем привет! Канал Клуб интеллектуального туризма. Я Анисимов Дмитрий. Мы сейчас находимся с вами на Малых Чертях. Вот там внизу несколько групп людей готовятся для такой небольшой лекции по разведению по типам костров. И сегодня мы с вами попробуем это все посмотреть. Ну, типичные костры там. Шалаш, не знаю какие еще. Сейчас все узнаем, давайте смотреть. Это видео мой субъективный взгляд на объект, субъект, событие или местность. Прошу простить мне информационные неточности и манеру подачи. То начнем рассказ. Наш костер называется пирамида, то есть он называется потому, что в принципе по виду он выглядит. Делается он из настилов бревен. Каждый этаж кладется перпендикулярно предыдущему, то есть грубо так. Вот. Получается, он поджигается не снизу, как обычно, а сверху. В этом его особенность. Это делается для того, чтобы он мог наибольшее время гореть. Получается, верхний этаж прогорает, угли падают на нижний этаж, разгорается, то есть зажигается следующий этаж. Ну и вот, то есть как бы так постепенно. Иногда, чтобы продлить горение, на нижних этажах между бревнами кладется небольшой слой земли, что замедляет горение. Плюсы данного костра в том, что, во-первых, он дает много жара, что позволяет обогреть большую группу людей, в зависимости от его размера. Позволяет приготовить на большую группу людей, там, высушить, например, вещи, что-то такое. Вот. Во-вторых, он дает очень много света. В-третьих, от него остается много углей. И самое главное, что за ним, в принципе, не нужно просматривать. То есть один раз поджигаем, и он все время горит, то есть сам прогорает. И как бы, если он большой, то есть хватает на несколько часов горения. Но минус в том, что нужно подготовить заранее всю эту конструкцию, нарубить бревна, и как бы в этом неудобство. Но когда большая компания, то, в принципе, проблем не должно возникнуть. Ну вот, в принципе, и все. Костер шалашик – это самый простой традиционный костер. Делается он так: вниз кладется береста, затем маленькие веточки, которые складываются шалашиком, потом покрупнее полежки, ну и наверх самые крупные. Вот, собственно, и весь секрет приготовления данного вида костра. Разгорается очень быстро, вы могли наблюдать сами, что мы его только подожгли, и он уже занялся сразу. Дает много света. Особенно в пещере. Ну и все, да. Со спины я лучше всего выхожу. Все, погнали. Костер-колодец называется так, потому что выкладывается в виде сруба, как на колодце. Выкладывается типа того. Костер-колодец подходит для приготовления пищи, просушивания обуви и так далее. Да. Дает хороший стабильный жар. Вот, как-то так. Чуть с дровами у нас тут напряженка. Да, как-то надо поближе их ставить. Вот еще. Вот так вот. Он и собирается. Если надо больше жара, можно ложить много палок, ну вот типа как пирамида. В принципе, все. Костер звезда, еще называется звездный, больше распространен в Сибири. Костер складывается из 5-10 поленьев к центру. Преимущество костра, что он долго горит, на нем удобно готовить в центре. Можно сесть большим кругом, большой толпой. Ну, минусы в том, что нужно постоянно эти бревнышки подвигать к центру, чтобы поддерживать костер. Вот так, все. Жаркий, теплый.
А длина сколько там? А длина вообще не играет роли. Можно взять да. Подгонять и подталкивать так, постепенно. Так можно на всю ночь оставить. Главное, чтобы было кому подталкивать к центру. Все, пищу удобно готовить в одной посуде. Поставили в центр, и она готовится. Ну надо признать, сейчас горючее горит, да? Да. То есть сам он по себе Это, так это не чисто горит. из опыта. Был опыт, когда в прохладную погоду бывает и сырое обычно не загорается, а есть хочется. Это для эффекта было. Это просто чтобы показать сам процесс. Я думаю, так быстро разгорается. Так шикар. Нет, так это дрова домашние, принесенные. Сухие. Короче, немножко у нас разросся шалашик. Это можно просто в левую руку взять. Ну, получается, в колышке добивается градусом под 45, чтобы немножко под наклоном. В нем укладывается, получается, бревна. В идеале чуть побольше должно быть. Можно даже сырые, получается, бревна, потому что по мере того, как костер будет гореть, эти будут прогорать, эти просыхать и постепенно сдвигаться. Это, ну, наверное, лучше вот даже на ночь можно его использовать, потому что не требуется подкладывание большого костра, бревен, получается, большего. И единственное, что, говорю, минус, то, что это не для большой компании. И вообще изначально, получается, камин предполагает, что с этой стороны тепла не будет, будет вот в этом радиусе. Как раз человек на 3 только хватает, и все. Для большой компании вокруг он не используется. Чисто в небольшой компании. Все. Ну, как бы, да, для маленького такого, да, походного состава. Да, ну, говорю, в идеале, вот, говорю, побольше должно быть тут бревен. И вот тут вот даже, кстати, сырые взяли, посмотрим, если что, они могут просохнуть и хорошо гореть потом. Ну все. Мы с вами посмотрели 6 видов костров, и теперь у нас с вами кульминация. Розыгрыш некоторых подарочков. Итак, разыгрывается разогреватель портативный. Так, посмотрим, кому же он достанется. Сейчас я допущу руку в мешочек. И костер номер 6. Пирамида. Ну что ж, ребята, вот такое вот у нас познавательное видео получилось. Надеюсь, оно было для вас интересным. Если оно принесло для вас пользу, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. На нашей группе в социальных сетях мы есть почти везде. Ну и на этом, наверное, все. С вами был я, Анисимов Дмитрий, клуб интеллектуального туризма. Пока! Мы с вами посмотрели 6 видов костров, и теперь у нас с вами кульминация. Розыгрыш некоторых подарочков. Итак, разыгрывается разогреватель портативный. Так, посмотрим, кому же он достанется. Сейчас я допущу руку в мешочек. И костер номер 6. Пирамида. Прошу. Никогда ничего не выигрывали, да? Итак, следующий лот, он же последний, к сожалению. Спички водоветроустойчивые. Итак, кто же их получит? Надо было по таблетке тогда выдавать. Так, костер номер 3. Ура! А кто мы? Раз, два. Костер звезда номер 3. Поздравляю. А сниматься не хотели? Так, на этом наша лотерея, к сожалению, закончена. Так, мы с вами посмотрим. Туши теперь? Тут понастроили тут. Мы можем вам Погоди, Коля. Снято? Да, что ты? Чтобы тебе стыдно было за свои призы. фанфары, да? На Ураловеде? Это будет долго. Это будет долго, да. Я думаю, что это через месяцев 8. Ты такой занятой? Да. Просто обычным темпом с ним говоришь.